Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Хочу вам предложить связать приятный в нежно-зеленой гамме свитер от бренда Shein. Я рекомендую связать его из мягкой, замечательной пряжи шерсть мериноса с вискозным шелком. Конечно же, можно заменить пряжу на любую аналогичную, более бюджетную. Но вот как-то вижу я эту модель именно в этой шикарной пряже. Выдающейся особенностью этой модели у нас является красивый рельефный узор. Приближаю вам картиночку. Рельефный узор, который идет у нас по переду. Он яркий, притягивает взгляд, выглядит эффектно на фоне патентной резинки. Как видите, рукав у нас и спинка, я покажу чуть позже, связаны полупатентной или патентной резинкой, как вы пожелаете. Вот такой высокий ворот. Это такая изюминка этой модельки. Давайте я вам полистаю, приближу, чтобы вы все это детально более рассмотрели. Вот так он, широкий крой, рукавчики у нас спущенные идут, плечи. И, в общем-то, очень современный стильный джемперок. Действительно очень эффектно смотрится конкретно вот узор. Не обязательно делать узор, акцентировать внимание именно на передней части. Все остальное так в тени и там полутона, идут. А вот такой у нас идет красивейший, я бы сказала, рельефный узор. И тем более вяжется он несложно, имеет такую вертикальную направленность полос. В общем, это подойдет на любой размер, на любой возраст. На любой возраст такой модный, стильный свитер подойдет на любой возраст. Я подчеркну, потому что сейчас стало модным, уже не первый год, модный вот этот стиль оверсайз, то есть свободный стиль. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Слегка больше по размерам, чем, в общем-то, человек обычно имеет мерки, Так, что тут у нас еще хорошего? Ах, вот спинку я вам обещала, видите? Приближаю вам. Видите, здесь патентная или полупатентная резиночка. Здесь есть у нас вырез по спинке, я его тоже предусматриваю, и высокий ворот. Ворот на 22 сантиметра я сделала. Можете сделать на 20, можете сделать больше. И еще такая особенность у этой модели, этот ворот, он у нас широкий. То есть, если мы привыкли делать где-то, чтобы он по шейке, вот тогда облегающий, то здесь модель предусматривает именно широкий вот этот отворот, широкий ворот. То есть здесь мы будем набирать не обычное количество петель, как обычно мы делаем по вырезу горловины, а прибавляем приблизительно 20 петель больше, чем обычно мы делаем. Ну, конечно же, это опять-таки зависит от вашего желания. Это я вам так рекомендую, а вы, конечно, можете этот воротничок сделать как хотите, в принципе, Так, спинку мы посмотрели. Ну, в общем, все я вам показала, девочки, полистала. Я буду сегодня вам рассказывать и показывать, в нашем мастер-классе. Мы будем выбор пряжи, спиц. Затем мы с вами рассмотрим схему узора. Я ее нарисовала сама. Да, вы понимаете, что это проект. Я не вяжу это изделие сама. Это фабричная вязка. Мы будем составлять проект для вязания на спицах. То есть ручное вязание будет этой модели предусматривать мой проект. Так, и сегодняшним мастер-классом мы свяжем узор, определим плотность и затем будем делать расчеты. Я вам все подробно расскажу, покажу
и в результате будет составлена инструкция по вязанию, вся попетельная разборка будет идти, и будет у нас все это выложено под видео. Все это текстовое описание вязания. Итак, если вам понравилась модель, оставаемся со мной на канале и смотрим выбор пряжи. Я предлагаю пряжу Yarn Art Silk Royal. Это очень хорошая пряжа турецкого производства, 50 грамм, 140 метров, 35% вискозный шелк, 65% шерсть мериноса. Цвет 440. И, в общем, это турецкая пряжа. Спицы используем 3,5. Вот таким образом у нас с вами выглядит узор. Я связала 2 раппорта его. И, в общем-то, вот такой красивый, рельефный и несложный узор. Очень красивые вертикальные полосочки у нас. Ниточка шикарная, ниточка очень мягкая, слегка пушистая, немножечко блестит. Очень приятный такой блеск такой. Ну, в общем-то, ненавязчивый. И вот все, что вы видите, у нас так получается. Замечательный, красивый узор, замечательный. Давайте посмотрим схему этого узора. Показываю вам схему узора. Схема узора у нас вот так выглядит. Смотрите, это коса на 12 петлях. И вот эта левая часть, это 3 петли изнаночной глади я показала. Раппорт косы составляет 24 ряда, и далее с 25 идет повтор с первого ряда. Да? Пустая клеточка – это лицевая петля. То есть коса вяжется лицевой гладью, и делается у нас перекрещивание. 6 петель мы перекрещиваем направо и 6 петель перекрещиваем налево. Сегодня я покажу вам 2 метода перекрещивания с помощью дополнительной спицы и так, как привыкла делать я. Кто не умеет перекрещивать, не пугайтесь, девочки. Вы 100% справитесь. Это несложно, реально. Так, и далее показываю вам выкройку. Выкройка у нас с вами идет. Здесь общее очертание, размеров нет. Все размеры будут в расчетной части. И здесь я просто показываю, как конструктивно выглядит данная модель. Все детали у нас вяжутся раздельно. Спинка, перед, рукава. Особенность этой модели в том, что у нас перед имеет одну плотность, спинка и рукава имеют другую плотность, потому что связаны совершенно разными узорами. И эта отличительная особенность будет сегодня отражена в моем описании, которое я вот таким образом вам сейчас показываю. Значит, используем сегодня размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. И вот эта последовательность всех наших действий при вязании здесь, в принципе, здесь у нас очень большое прибавление. Смотрите, набираем на резинку одинаковое количество петель по спинке и переду, да? А затем у спинки мы вяжем, продолжаем. То есть вот это количество петель рассчитано на патентную резинку. Вот мы ничего не прибавляем, вот связали эту планку и далее стали вязать патентную резинку. Патентную или полупатентную. Я сегодня вам 2 варианта покажу вязки. Вот. А затем по переду у нас другая плотность, и здесь, девочки, у нас будет с вами распределение узоров. Я вам показываю сегодня, схематично рисую. И в последнем изнаночном ряду планки, для того, чтобы перейти к узору с другой плотностью, более мелкой, мы будем с вами большую прибавку делать, равномерную прибавку. Вот видите, по 32 петли, 34 петли, и в итоге будет большое количество петель. Но это за счет того, что узор очень рельефный, вы видели, очень часто много рельефа, да, и он забирает полотно вот так вот. Поэтому такая плотность, но все по технологии старались. Сегодня все будем делать по технологии. Вы сами убедитесь, что все там верно. Не удивляйтесь, что такая большая разница в петельках по спинке и переду. Ну и рукавчик тоже здесь своеобразный окат будет.
И, в общем, все старалась девочки сделать правильно. Ну а сейчас давайте с вами приступим к вязанию образца. Для вязания образца, девочки, я набрала 35 петель. И сейчас будем с вами вязать вот такой узор. Один раппорт я уже почти связала. Сейчас будем вязать, я буду вам показывать один раппорт узора. Я рекомендую вам связать 2 вспомогательных ряда, которые вот я вязала здесь, лицевой и изнаночный, распределяя петли вот таким образом. Я схематично изобразила. Посмотрите. 1 кромочная, 3 изнаночные, 12 лицевых, 3 изнаночные, 12 лицевых, 3 изнаночные, кромочная. Свяжите первый ряд вот таким образом, второй, как смотрят петли. Это были у нас вспомогательные, так скажем, ряды. А теперь вяжем раппорт узора. И вяжем следующим образом. Значит, первую кромочную сняли, далее 3 изнаночные. Далее вяжем с вами перекрещивание 6 петель направо. Я это делаю без вспомогательной спицы, но можно использовать дополнительную вот такую вспомогательную спицу. И ей тоже будет очень, в принципе, несложно связать. Давайте я вам сейчас покажу свой способ, которым я обычно всегда делаю, вяжу. А потом покажу вам вспомогательную спицу, как использовать, если кто не умеет. 6 петель мы снимаем с вами на правую спицу. Затем мы с вами первые 3 петли вот таким образом оставляем на левой спице за работой, а следующие 3 высвобождаем и с помощью правой спицы размещаем их перед работой. Вот так. Получилось перекрещивание 3 на 3. И теперь вяжем все 6 петель лицевыми. Вот такой способ. Далее 6 петель перекрещиваем налево, тоже так же 3 на 3. Снимаем 6 петель на правую спицу, первые 3 петли перед работой, следующие 3, вот видите, я их освободила, и я их сзади сейчас с помощью правой спицы возвращаю вот таким образом за работой на левую спицу. Все, перекрестили 3 на 3 и вяжем как 6 лицевых. Вот так. Далее вяжем 3 изнаночные. И давайте сейчас я вам покажу, как с помощью дополнительной спицы также сделать такие перекрещивания. Итак, берем с вами, значит, дополнительную спицу. Сейчас также будем на втором раппорте нашей вот этой косы перекрещивать направо 6 петель. Снимаем первые 3 петли и оставляем за работой. На дополнительную спицу сняли. Оставили за работой. Следующие 3 петли вяжем как 3 лицевые. 1, 2, 3. А затем вот эти петли с дополнительной спицы, я их обычно всегда возвращаю на левую спицу, мне так удобнее. Но кто-то умудряется вязать с этой дополнительной, она там вся шевелится в руках. Все, мы вернули ее на левую, и все, и вяжем. Очень удобно. Вот так. Это более долгий способ, но, в принципе, для начинающих в самый раз. Следующие 6 петель перекрещиваем налево. Также берем с вами дополнительную спицу. 3 петли оставляем перед работой на дополнительной спице. Да? А следующие 3 петли вяжем лицевыми. 3 лицевые. 1, 2, 3. А потом вот эти 3 петли, которые были на дополнительной спице, аккуратно возвращаем вот таким образом на левую. И тоже вяжем их как 3 лицевые. 1, 2, 3. Все, перекрестили. Вот видите, тут мы применили более простой способ, здесь более сложный с дополнительной спицей, но кому-то, возможно, он покажется более приемлемым.
Далее вяжем 3 изнаночные и кромочная тоже изнаночная. Дальше, девочки, переворачиваем все изнаночные ряды, мы вяжем, как смотрят петли. Так, и смотрите, третий ряд у нас вяжем таким образом. Делаем это. Кромочную сняли, 3 изнаночные и вяжем 12 лицевых. Затем 3 изнаночные. Снова 12 лицевых. Три изнаночные и кромочная изнаночная. Все, связали. Затем у нас опять идет четный ряд изнаночный, как смотрят петли. И повторяем с вами 5, 7, 9, 11 ряд. Вяжем, как сейчас связали 3, один в один, самостоятельно. Встречаемся с вами в 13 ряду, у нас будут перекрещивания. Так, у нас с вами 13 ряд вяжем следующим образом. Первые 3 изнаночные и далее перекрещивания идут 6 петель налево. То есть 6 петель я снимаю на правую спицу, первые 3 петли перед работой, следующие 3 за работой. Меняю их местами и вяжу как 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие 6 петель перекрещиваю направо. Снимаю 6 петель и меняю их местами. Первые 3 за работой, следующие 3 перед. И вяжем как 6 лицевых. Вот, что у нас с вами получается. Все. А далее вяжем 3 изнаночные и точно такой же раппорт повторяем. Снова 6 петель перекрещиваем с вами налево. 6. 3 перед работой, следующие 3 за работой. Меняем их местами. Вяжем как 6 лицевых. Следующие 6 петель перекрещиваем направо. Снимаем 6 петель. Далее первые 3 петли за работой, следующие 3 перед работой. И все 6 вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перекрестили. И далее 3 изнаночные. Кромочная, изнаночная. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 ряд вяжем следующим образом. 3 изнаночные, 12 лицевых. Три изнаночные, 12 лицевых. Снова 3 изнаночные, кромочные, изнаночные. Связали. Ну, 16 ряд вяжем, как смотрят петли обычно, да. И смотрите, девочки, далее вяжем 17, 19, 21 и 23 ряды, вот как мы сейчас связали 15 ряд. Все. 24 ряд вяжете, как смотрят петли. На этом раппорт узора заканчивается. И начинается повтор раппорта с первого ряда. Вот, с первого ряда. То есть 25 ряд равен первому. И все повторяется вновь.
Вот. И, в общем-то, вот так будет выглядеть наш узор. Вот здесь 1,5, получается, в высоту связано 1,5 раппорта. Но я уже вот эту часть вязать вам показывать не буду. Вы самостоятельно свяжете. Сейчас мы начнем с вами делать расчет плотности. Но перед этим нам необходимо произвести влажную тепловую обработку этого образца. Следующий важный момент, который надо обязательно нам с вами рассмотреть, это полупатентная или патентная резинка, которой связаны у нас рукава и спинка изделия. Вот. И здесь очень важно тоже определиться. Можно полупатентную вязать, можно патентную. Я вам сейчас покажу и тот вариант, и другой. И вы сами для себя решите, девочки. Видите, какая плотность, большая разница между нашим узором, который вяжется перед, да, и плотность спинки будет совершенно разные, видите, показатели. Обращаю на это ваше внимание. Итак, первый ряд. Значит, резинка наша полупатентная или патентная вяжется 2 петли у нас, лицевая, изнаночная. И если вы будете вязать полупатентную резинку, то раппорт вообще один ряд. Нет, если патентную, то один ряд, если полупатентную, то 2 ряда раппорт. Показываю вам сейчас вначале патентную резинку. Сняли кромочную, вяжем. В первом ряду делаем накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Делаем накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. И так до конца идем. Вяжем все 35 петель. Поскольку у нас нечетное количество петель, мы заканчиваем с вами накидом, петлю снимаем, не провязывая, и вяжем изнаночные. Переворачиваем второй ряд. Это у нас патентная резинка. Патентная резинка вяжется также и с изнаночной стороне. То есть то же самое сняли. Это у нас была петля, получается, для симметрии. Провязываем ее лицевой. Начинаем раппорт узора. Смотрите, там, где у нас с вами изнаночная перед нами, да, мы делаем накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая. Поняли, как лицевая вяжется? Там, где у нас накид и петлю, которую мы снимали, мы ее провязываем вместе лицевой. Снова накид, петлю снимаем, не провязывая. И там, где у нас петля снималась с накидом, лицевую вяжем. И так до конца ряда вяжем. Ну, то есть в патентной резинке, в данной, всего один ряд. И все, в общем, и все. И что с изнанки, что с лица мы вяжем абсолютно одинаково. Вот. А сейчас я вам покажу полупатентную резинку. Ее отличие будет в том, что вот у нас тут вот в патентной, видите, одинаково, что лицо, да, что изнанка, они абсолютно одинаково смотрятся. А в полупатентной они будут разные, будет там изнаночная сторона выделяться, будет лицевая. Итак, показываю вам полупатентную резинку. 2 ряда у нас раппорт. Вяжем так же, как и в патентной, вяжем, делаем накид, первую петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Итак, до конца ряда вяжем. Переворачиваем на изнаночную сторону и вяжем второй ряд. Второй ряд вяжем следующим образом. Смотрите, там, где у нас с вами был накид и петлю снимали, мы вяжем лицевую петлю, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Снова там, где у нас накид с петлей, который снимали, лицевая, здесь изнаночная, лицевая,
изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот таким образом мы вяжем до конца ряда. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Обдаем наш образец и тянем. Тянем его в разные стороны. Вправо, влево. Вытянули, да? Затем делаем вот таким образом. Края нам тоже надо выпрямить. Они у нас будут участвовать в расчете плотности. Но не надо, девочки, совсем уж так сильно выпаривать наши косы, вот эти красиво рельефные. Края достаточно. Так, еще разочек горячим паром. Все, давайте оставим сохнуть наш образец. Мы его крайне хорошо вытянули. Сейчас он примет то самое состояние, которое будет, в принципе, при носке. Сейчас будем измерять с вами плотность. Значит, для этого нам необходимо положить образец на ровную поверхность, взять простую линеечку и измерить ширину. Итак, в моем случае у меня 15 сантиметров. Даже, знаете, 15 сантиметров ровно. И мы набирали 35 петель. 35 разделить на 15. Получается плотность 2,3. Надо записать, чтобы не забыть. Пишем в 1 сантиметре 2,3 петель. Теперь по вертикали. Значит, измеряем плотность, измеряем высоту нашего образца, тоже 15 сантиметров. Считаем ряды. Получилось 39 рядов разделить на 15 сантиметров. Циферка 2,6. Плотность по вертикали пишем в 1 сантиметре 2,6 ряда. Это плотность по вертикали. Сейчас смотрим выкройку. Я определила плотность нашей резинки, и получилось, что в 1 сантиметре 1,7 петель по горизонтали и в 1 сантиметре 2,8 ряда по вертикали. Итак, вот такая выкройка у нас будет сегодня использоваться в расчете, девочки. Ручку я не взяла, да? Ну ладно. Итак, смотрим. Значит, используем сегодня с вами размер 42-44, ширина спинки и переда 52 сантиметра. Размер 46-48, 57 сантиметров, ширина спинки переда. И размер 50-52, 62 сантиметра, ширина спинки и переда. Сегодня у нас будет немножко усложненный расчет. Он связан с тем, что у нас с вами узор будет только по переду идти. По спинке идет патентная резинка. И у них разная плотность. Очень сильно отличается плотность. Вот мы считали. И, в общем-то, очень сильно. По горизонтали у нас узор 2,3 петель в сантиметре. А у патентной резинки в 1 сантиметре 1,7 петель. И по вертикали тоже есть, но менее значительное отличие. Поэтому будут разные расчеты. Также это будет отражено в моем текстовом описании, которое я выкладываю под видео. Так что будьте внимательны. Смотрите, у нас очень простая выкройка. В принципе, здесь самое сложное это сделать скос плеча и вырезать вырез горловины. А так по прямой вяжете. Значит, сейчас я буду говорить про спинку. На спинку мы будем набирать для планки нижней, которая вяжется резиночкой 2 на 2. Первый размер 88 петель, второй 97, третий 106 петель. Откуда я их взяла? Я вам только что показала у патентной резинки плотность по горизонтали 1,7. Да? Поэтому я вот эти сантиметры, 52 сантиметра, умножила на 1,7. Умножить на 1,7
Вот видите, 88 петель. Вот таким образом я получила вот это число. То есть набираем на резинку для других размеров 97 и 106 петель, вяжем 8 сантиметров резиночкой 2 на 2 и далее переходим на патентную резинку и вяжем ее на этом же количестве петель до нужной высоты. У нас скос плеча и вырез горловины я сделала по спинке, они начинаются на одной высоте 2 и 2. Тут просто чертеж это не отображает, но в моем описании 2 и 2. Вот длину изделия я взяла первый размер 57 сантиметров, второй 58 и 59 сантиметров третий размер. Вы эту длину, этот параметр обязательно под себя откорректируйте, потому что у нас у всех рост разный, да и желания разные. Кто-то хочет длинный, кто-то хочет короткий и так далее. Имейте это в виду, девочки. Так, дальше идем. Значит, для проймы я оставляю 20, 21,5, 23 сантиметра в зависимости от размера. И, в общем-то, как сформировать скос плеча и вырез горловины, я подробно описываю в тексте под видео. А здесь я просто вам общее скажу количество петель, сколько у меня пришлось на вырез горловины и плечом. На вырез горловины в первом размере 36 петель, во втором 37 и третий размер 40 петель. Ширину я брала для самого маленького размера, вот здесь по чертежу 10,5, то есть на 2 умножаете, получается 21 сантиметр. И там далее вот 37, чуть больше, ну практически вот около 21-22 сантиметров. И все, что осталось, это петли плеч, девочки. То есть я их определила путем вычитания, да, и у меня получилось 26, 30, 33 петли, это петли плеч. Так, девочки, теперь что касается переда. Здесь количество петель будет в зависимости от плотности перерасчитано. У меня получается 120, 131 и 140 петель. Я также считала тем же методом. Ширину умножала на плотность 2,3 у нас по узору. И вот эти петли получились. И теперь очень важный момент, как их, вот эти петли, как на них расположить узоры. Я сейчас вам показываю, я уже тут начертила эти расположения. Показываю вам, значит, наш раппорт узора составляет наш рельефный узор на 12 петлях плюс 3 изнаночные. Вот. И в сумме это 15 петель. То есть это я и считаю раппортом узора. И вот я их пишу 15, 15, 15. Итак, для первого размера, где у нас с вами идет 120 петель, вот, 42-44 размер, петли распределяют следующим образом. Начинаем с кромочной, затем идет просто 5 лицевых, 3 изнаночные для симметрии, и далее идут 7 раппортов подряд по 15 петель. Заканчиваем 5 лицевыми и кромочной. Для второго размера у нас будет начинаться с кромочной, 3 лицевые, 3 изнаночные, затем идут 8 раппортов подряд по 15 петель, заканчиваем все 3 лицевыми и кромочной. В сумме это 131 петля. Третий размер у нас идут 9 уже раппортов по 15 петель. Для симметрии добавляем крайне правые 3 изнаночные, ну и соответственно кромочные. Все это в сумме 140 петель. Вот таким образом распределяются у нас с вами узоры по переду. Далее. Здесь у нас на плечи вырез горловины тоже будет другое количество петель. В моем случае это получилось 48 петель первый размер, 49 второй, 53 я сделала. И все, что осталось, это петли плеч 36, 41 и 45 петель. Вот. Это все будет отражено в описании, в инструкции по вязанию.
Так, про вертикальную плотность хочу заострить внимание. Пожалуйста, девочки, измеряйте. Когда вяжете, пожалуйста, все свое вязание измеряйте в рядах, а не в сантиметрами меряйте. Мы же их считаем. То есть, если какой-то параметр у меня идет по вертикали, я его сразу же перевожу в ряды. То есть, предположим, вот у меня идет параметр от планки до плеча 47 сантиметров. Ну, это первый размер, я так понимаю. И вот смотрите, я 47 умножаю, вот плотность у нас для спинки, это в 1 сантиметре 2,8. Давайте умножим на 2,8. По спинке это будет 132 ряда. А по переду другая плотность. Те же 47 я умножаю на 2,6. Это плотность. Это будет 122 ряда. Представляете, какая большая разница между лицевой гладью и патентной резинкой. Аж в целых 10 рядов. Вот так. Пожалуйста, когда будете вязать, обращаю на ваше внимание. То есть это не самый легкий вариант вязания. Здесь требуется будет опыт, потому что у нас используются узоры с разной плотностью. Пожалуйста, будьте внимательны. Давайте теперь на рукав перейдем. Для резиночки набираем 46, 48, 50 петель. Вяжем планку резинкой 2 на 2. В последнем изнаночном ряду переходим на патентную резинку и вяжем на тех же количествах петель, вяжем в длину патентной резинкой рукав. И вот здесь у нас с вами будет скос. 2 скоса, по которому мы будем делать прибавки. Для первого размера у меня получилось 11 петель прибавить, для второго 13, для третьего 14 петель. Общую длину рукава вместе вот с этим небольшим импровизированным окатом я сделала 46 сантиметров. У меня планка 8 сантиметров высотой и длина получается скоса от планки до начала оката, в моем случае 34,5 сантиметра. Я умножила эти сантиметры на плотность по вертикали. То есть у меня это патентная резинка в 1 сантиметре, плотность 2,8. Получилось 96 рядов. Как посчитать равномерные прибавки? Вот смотрите. Вот берем эти 96 рядов и делим вот на это количество петель, которые надо прибавить по скосу 11. Получается у меня для первого размера в каждом 9 ряду, для второго размера в каждом 7 ряду прибавка, и для третьего тоже в 7 там небольшое различие. Вот. Самая широкая часть у нас вот в этой части до оката это будет 68, 74, 78 петель. Как считала, откуда взяла. Смотрите, вот у нас с вами идет высота проймы, да? Эту величину поразмерно увеличиваем в 2 раза. И затем умножаем на плотность по горизонтали 1,7. Получается вот это число. Показываю. Вот первый размер 20. Умножаем на 2. И умножаем на плотность по горизонтали 1,7. 68 петель. Понятно, да, откуда это взялось? Ну, как сформировать окат, я тоже подробно описала в текстовом варианте под видео. Читайте, там все есть. Ну вот, в принципе, девочки, все, что я могла, я вам сообщила. В принципе, это самое важное, как расположить узоры. Обращаю еще раз внимание, из-за разной плотности вязания у разных узоров будет разное количество петель. Очень будьте внимательны. Да. Внимательно пересчитывайте все. Считать обязательно нужно. Так, ну а сейчас, мои хорошие, я желаю вам удачи. До новых встреч.